Пожалуй, самые необычные представители семейства сов. Они не нуждаются в деревьях, живут семьями и создают настоящие подземные лабиринты. Несмотря на размеры, эти пернатые всегда готовы постоять за себя, не отступая даже перед грозными соперниками. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – маленький, но грозный охотник – кроличий сыч. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Кроличий сыч получил свое название не за охоту на кроликов, а из-за крайне нетипичного места жительства. Эти птицы являются превосходными землекопами. Многие из них способны с нуля соорудить подземное укрытие. Однако никто не любит лишней работы, поэтому зачастую убежищем для сов служат глубокие норы обитающих по соседству луговых собачек, броненосцев и других искусных копателей. Этих удивительных пернатых можно встретить на юго-западе Северной Америки, а также на сухих открытых участках Центральной и Южной Америки. В отличие от большинства родственников, эти крохотные совы живут небольшими семейными группами. Кроме того, их основная активность приходится на светлое время суток. Длина тела взрослой особи не дотягивает и до 30 сантиметров, а средняя масса – менее 200 грамм. Учитывая скромные размеры, кроличий сыч становится мишенью множества местных хищников, поэтому птицы всегда сохраняют бдительность. Одними из опаснейших врагов сов становятся ласки и хорьки. Их гибкое стройное тело позволяет проникать в самые узкие норы, а высокая скорость и навыки охоты почти не оставляют птицам шансов. Разветвленная сеть туннелей может стать лишь временным спасением. К счастью, родители успевают защитить потомство. В случае опасности сова расправляет крылья, пытаясь казаться больше, и на этот раз длиннохвостая ласка не рискует ввязываться в драку. Важным приспособлением к наземному образу жизни являются удивительно длинные ноги, которые помогают не только в копании, но и дают хороший обзор, а также наделяют сову внушительной скоростью бега, ведь эти птицы не так часто используют крылья, предпочитая пешие прогулки, чтобы не привлекать лишнего внимания. Подобно другим совам, кроличий сыч – обладатель невероятно острого зрения и слуха, что вместе с чрезвычайно подвижной шеей облегчает поиск провизии. Во многих местах по соседству с совой обитают кузнечиковые хомячки – бесстрашные и невероятно умелые охотники, которые играючи справляются с ядовитыми созданиями. Но, увы, в силу размеров эти грызуны становятся идеальной мишенью для сыча. Из-за абсолютно бесшумных крыльев даже в последнее мгновение жизни жертва не подозревает о нападении, поэтому такой отважный воин становится легкой добычей. Эти пернатые хищники охотятся на все, что только могут проглотить, но, учитывая размеры, самой предпочтительной добычей становятся кузнечики. Это богатая белком пища, но поймать ее, будучи на земле, не всегда так просто. Поэтому подобная добыча мастерски ловится прямо на лету. Всего за год пара сов может расправиться с более чем 20 тысячами насекомых, поэтому сельские жители всегда рады таким охотникам по соседству. Кроме того, в меню сыча хватает места лягушкам, скорпионам, паукам и даже змеям, разумеется, небольшим. Красноногая черепаха – вполне безобидное создание. Но у этих сов любой посторонний рассматривается как потенциальный противник, что требует незамедлительного вмешательства. Даже самые острые когти бесполезны против закованного в тяжелые доспехи гиганта. Но сыч делает все возможное, чтобы прогнать чужака. Вряд ли бронированный гость понял, что произошло, однако на всякий случай он решает сменить направление.
Хозяина территории это устраивает, но на всякий случай он до последнего сопровождает нарушителя. Начеку стоит быть и луговым собачкам, ведь при нарушении границы даже ближайший сосед может получить хорошую трёпку. Куда более опасным посторонним становится американский барсук, который обожает лакомиться живущими по соседству луговыми собачками. Но этот безжалостный хищник не откажется и от птенцов совы. Поэтому, пока мать поднимает тревогу возле норы, отец отправляется в неравный бой. Вряд ли его когти способны ранить толстокожего зверя, но барсук не в силах ничего предпринять против атаки с воздуха, поэтому он вынужден отступить. В ходе эволюции эти совы обрели и другие методы защиты. Они способны издавать дребезжащие и шипящие звуки, схожие с устрашающим предупреждением гремучей змеи. Таким образом можно припугнуть нежелательных гостей, не прибегая к грубой силе. В конце весны в подземном убежище появляется пополнение, что становится серьезным испытанием для обоих родителей. Пока один взрослый занят охотой, второй обязательно присматривает за округой и в случае опасности подает птенцам тревожный сигнал, после чего те со всех ног бегут в укрытие. Птенцы быстро подрастают и постепенно учатся самостоятельно добывать пищу. Для таких маленьких птиц и насекомые могут стать непростой добычей. Особенно, когда это огромный усач, который даже будучи раненым, за счет прочной брони остается непробиваемым для острых когтей. Максимальный срок жизни сычей в естественных условиях составляет 9 лет, но учитывая количество голодных врагов, часто век этих маленьких хищников заметно короче. Учитывая образ жизни, вырубка лесов лишь увеличивает ареал обитания сычей. Однако во многих регионах численность птиц напрямую зависит от популяции луговых собачек, которые не только снабжают пернатых готовым жилищем, но и своевременно предупреждают об опасности. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!